Привет, друзья! Вы на канале Каревы «Жизнь на Кипре». Меня зовут Юля, и я для вас сняла видео о плюсах и минусах Северного Кипра спустя 2 года нашего проживания на этом прекрасном острове. Это наши плюсы и минусы. И если вы с нами согласны, то ставьте нам лайк, а также за наше старание. А если есть у вас какие-то комментарии, есть что добавить, то пишите. Нам очень приятна от вас обратная связь. Итак, начнем с минусов. Самый главный минус, который так и не был устранен, он не стал плюсом, это мусор. На острове за это время ничего не поменялось. Здесь такая красивая природа, мы гуляем, и не хочется опускать глаза, потому что везде кругом банки, склянки, бутылки, упаковки из-под сигарет и от всего, чего только можно. Также на деревьях висят, кучи валяются, и, конечно, это очень удручает, это очень расстраивает, и я не знаю, когда здесь будет порядок. К большой радости в нашем комплексе смотрят за территорией. У нас очень чисто, ухоженно. Здесь есть урны с мусором. Нигде ничего не валяется. Также есть разделение мусоров. Есть такой вот контейнер, соорудили железный. Сюда выбрасывают бытовой мусор, коробки. И у нас на территории вообще все красиво и чисто. Вот хотелось, чтобы вот так цивилизованно было везде. Также большим, огромным минусом это является отключение электричества, электроэнергии. Никаких улучшений не произошло. Вот на прошлой неделе несколько раз нам выключали свет, и не то, что работать мы не можем просто элементарно жить. И не понимаешь, когда его включат. Час, 2, 3. Мы сейчас это склоняем к тому, что у нас здесь в Алсанжаке строят дорогу, и, возможно, из-за этого вырубается электричество. Ну, хотя бы можно предупреждать или строить дорогу ночью, когда людям не нужно это электричество. На Северном Кипре старая электростанция, она еще работает на мазуте. И этого мазута иногда не хватает по каким-то причинам. И вот летом, например, люди сидели без электричества в жару, не работали кондиционеры. Ведь это опасно и для здоровья, и некомфортно. Мы живем в 21 веке, и мы надеемся, что вот таких перебоев с электричеством в дальнейшем не будет. Также большим минусом является слабый интернет. На Северном Кипре интернет спутниковый. Где бы вы ни находились, к вам вы вызовете паренька, он к вам прибежит с тарелкой и установит интернет в любом месте. Из-за этого, конечно же, интернет слабый, есть перебои. И люди, которые работают в интернете, работа связана по интернету, то, конечно же, они сидят без работы. Это очень раздражает, мы остаемся без связи с миром, и мы надеемся, что в дальнейшем этот минус станет плюсом, что ситуация исправится, потому что, по слухам, даже 4G и 5G появятся в скором времени на Северном Кипре. И очень тяжело посмотреть онлайн-фильмы, про 4К вообще можно забыть. В общем, мы живем в настоящей деревушке, но которая медленными шагами развивается. Еще одним важным минусом является отсутствие брендовых товаров и магазинов. Например, моя старшая дочка была выращена на брендах Zara, Next, H&M, Mazake. Ребенку младшему я не могу такое купить, только покупаем в Waikiki, де-факто и все, больше ничего. А если вы хотите какие-то товары более серьезные, такие как Louis Vuitton, Dolce Gabbana, то вы про них можете забыть, можете смело лететь в Стамбул. И если вам нужна оригинальная продукция, то вы можете слетать в другую страну, потому что на Северном Кипре очень много фейков. Кстати, по приличным ценам. Я покупала очки Michael Kors, и они не дешевые, они оказались фейком, хотя магазин был очень хороший. В центре Гирны. Вот так вот мы тут живем. Также здесь проблемы не только с одеждой брендовой, а также и с товарами косметическими. Поэтому, когда вы приезжаете на остров, то вы можете какие-то краски для волос, свои любимые крема сюда везти
привезти, потому что многих товаров здесь просто нету. Также большим минусом на Северном Кипре является отсутствие развивашек и мест развлекательных для детей и молодежи. Моему младшему ребенку почти 3 года, и я не могу найти центр, куда мы будем приходить, и он будет заниматься спортом, как в Минске, например, у меня старшая в Маугли занималась, или развитием заниматься, потанцуем, попрыгаем, порисуем, там у жирафа пятна-пятнышки, как делала моя дочка там, в Дети Индиго, в детской академии в Минске. И уже ребенок к 5-6 годам, он был, конечно, ну, таким достаточно развитым. И речь, и как-то логопедов больше. Здесь этого нет. Есть, например, детские сады, которые, ну, с которыми занимаются, но, конечно, в этих садах во многих даже дети не спят. Стоят они от 200-300 долларов. Также есть сады при школах. Да, там с ними занимаются, но они также там не спят. Поэтому такое пребывание там очень, для меня сомнительное. Поэтому я бы не хотела в садик пока ребенка отдавать, пока ему там еще даже 3 лет нету. Но я бы хотела ходить в такие развивающие центры, и как-то, чтобы он с детьми общался, какие-то, коммуникации у него были. Что касается молодежи, подростков, детей постарше, то я считаю, что для них здесь очень мало развлечений. Здесь нет каких-то квестов, кинотеатров. Кстати, да, есть кинотеатр в Левхоше, в Фомагусте, у нас открыли неделю назад. Но вы представляете, всего лишь один кинотеатр на район. Конечно же, туда стараются уже все пойти. Там достаточно еще, он небольшой кинотеатр, еще как бы так слабовато. И нету театров, в общем, каких-то парковых зон. И, конечно, дети не знают, чем заняться. Кстати, по физическим вопросам, вот каким-то секциям также большие проблемы. Да, собираются, ходят, вот спасибо тем, кто организовывает такие секции, кружки, там ребята занимаются, вот волейболом. Я знаю, возле дороги в Лапти новый клуб «Ультиматум», туда ходят, много детей занимаются, вот русскоязычных, не только. Спасибо организаторам, но я скажу, что вот это на пальцах можно пересчитать таких мест. Хотелось бы, чтобы это больше было и чтобы развивалось. Также большим минусом, точнее огромнейшим, является отсутствие нормального транспортного сообщения. Не у всех есть водительское удостоверение, не все умеют, любят, могут водить. По здоровью есть люди, которые просто не видят элементарно, плохое зрение, они не могут водить. У некоторых нет денег на автомобиль, то на Северном Кипре вам придется купить автомобиль и научиться водить. Как и во многих европейских южных странах. Например, очень сложно без автомобиля в Испании, на Тенерифе, в Эмиратах. Но там хотя бы есть такси, которое можно вызвать. Здесь такси вроде бы как и есть. Но, минуточку, неделю назад я опоздала, точнее вообще не приехала на день рождения, потому что я час ждала такси. Затем я вызвала следующее такси, и мне сказал таксист, что приедет через час, потому что большая пробка с Гирны в Алсанжак. Там строят дорогу, там и так была пробка, и без этого. И вы понимаете, я тогда себя ощутила как на необитаемом острове. Здесь нету Uber и похожего, вот таких вот, и похожих приложений, которые можно вызвать очень быстро и комфортно, и, как вообще есть во многих цивилизованных странах. Также хочу отметить, что еще если в наших районах есть маршрутки и можно добраться куда-то на маршрутке, и, даже, кстати, такси же денег стоит, да, и немалых, то в районе Эскиле вообще проблема с транспортом. Там, как я считаю, что хотя бы раз в полчаса какая-то маршрутка ходила бы, было бы неплохо. Я уже не говорю, как там каждые 5 минут. Но на сегодняшний день такого нет. Например, вот Эскиле, Фомагуста маршрутка. Но мы надеемся, что с развитием все появится, узнают, услышат наши пожелания и прислушаются.
Сейчас перейдем к плюсам. Самый главный плюс для нас является климат, экология, а следовательно и продукты питания. Вы можете выйти на улицу и сорвать с дерева апельсин, лимон, инжир. У нас круглый год растет какая-то еда. И мы идем гуляем, то мы маракуйю рвем. Сейчас сезон авокадо, вот закончился сезон манго. И это, конечно же, очень здорово. На острове полное отсутствие производства, и мы дышим чистым морским воздухом. Это очень хорошо для здоровья. И поэтому мы можем с детьми жить на острове, и наш ребенок может расти вот в таком классном климате, а не в серости, в простудах, как на большой земле, в больших городах, в наших умеренных континентальном климате. И наша старшая дочь может учиться в британской школе. Вот я перейду к большому плюсу, что на Северном Кипре есть недорогие английские школы. Либо турецкие на английском языке, либо британские школы. Также университеты. Стоимость обучения такая же, как в частных детских садах в наших городах. Поэтому вот у нас есть такая возможность, и мы ей воспользовались. Следующим плюсом является это безопасность и спокойствие. Северный Кипр – это семейный остров. Здесь жизнь очень спокойная и размеренная. Многим людям, которым нужна тусовка, движение, проспекты, пробки, много-много магазинов, всего-всего им здесь не нравится. Они выбирают ближайшую Турцию, где очень многолюдно, другие страны. Здесь, понимаете, вы можете пройти по улице от своего дома до магазина и не встретить никого. Здесь очень так спокойно и еще малолюдно. Мне это нравится. Мы выбирали поэтому Северный Кипр для себя. Мне нравится, что у меня пропала бдительность, и хорошо, нервы на месте. Мы спокойно можем оставить какие-то вещи, пойти в кафе, пойти с ребенком на детскую площадку поиграть. Мы спокойно можем не закрыть окна в доме и знаем, что туда никто не зайдет. Конечно, сейчас, по слухам, встречаются такие неприятные моменты с прибытием людей, конечно, есть. Уже есть такие там и кражи, и есть еще определенные, вещи, но все равно это не в таких масштабах. Мы здесь живем на чили. И поэтому вот людям после 40-45 я бы рекомендовала Северный Кипр, потому что вы здесь точно поправите свое здоровье, успокоите свои нервы, и вы не будете в такой догонке за карьерой, за деньгами, даже потому что их здесь просто негде тратить. Ну и, конечно же, огромнейшим плюсом является то, что на Северном Кипре относительно невысокая стоимость жизни и недвижимость по сравнению с другими средиземноморскими странами. Можно жить в разных странах, но когда вы не можете позволить себе сходить в ресторан, кстати, здесь средний счет в ресторане на одного человека от 6 где-то до 12 долларов, смотря что вы заказываете. Также вы спокойно можете прийти в магазин и купить все, что угодно. Там не заоблачные цены. Здесь нормальные цены на топливо. Здесь нету каких-то транспортных сборов. Вы можете ездить по острову, путешествовать. Это не как в Дубае. У вас должна быть карточка, которая списывает деньги. То есть каждое телодвижение вы еще подумаете, куда поехать. Также здесь небольшие коммунальные платежи. Например, электричество на юге в 3 раза дороже, чем здесь. А вот я сравниваю сейчас Эмираты, Дубай. Там коммунальные платежи в среднем 3-4 тысячи долларов в год. Квартиры 1+1. Студии большой, либо 1+1. И представьте, сколько нужно оплатить. Поэтому здесь достаточно недорого, все очень доступно, понятно, не бесплатно. Тут единственный минус, что здесь с работой не очень. Я сегодня про работу ничего вам не говорила, потому что
Вы знаете, столкнулась с тем, что вроде бы ее и нету, но и она и есть. Люди занимаются работой и, в принципе, находят себе место и на Кипре. Вот. Также я хочу вам сказать, что вот у меня один очень такой богатый человек, у него работа в другой стране, но он здесь живет, и живет уже давно. И он сказал, я говорю, почему ты здесь живешь? А он мне говорит, потому что я много где был, и везде плюс-минус одинаково, но на Северном Кипре дешево и безопасно. И я с ним полностью согласна. Итак, ребята, я с вами поделилась своими нашими плюсами и минусами, прям свежачок. И хочу, чтобы вы также нам рассказали про свои плюсы и минусы. Если вы со мной согласны, ставьте лайки. Если не согласны, то пишите в комментариях, в чем не согласны. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. Встречаемся на Кипре.